Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен модели автомобиля ГАЗ-24 Волга в масштабе 1:43, которая выпускалась с 1978 года на ПО Тантал и вплоть до 1991 года на заводе Родон. После 1991 года выпуск был продолжен силами предприятий Агат, Инкотекс и Массар. ГАЗ-2401 Волга – серийный советский автомобиль среднего класса, который производился с 1967 по 1986 год на Горьковском автомобильном заводе ГАЗ. В СССР «Волга» на протяжении большей части своего выпуска была самой престижной из официально продаваемых населению машин, а в основном распределялся этот автомобиль между государственными учреждениями в качестве персонального транспорта госслужащих. Наиболее хорошо эта модель запомнилась как автомобиль для такси, милиции и как грозный черный автомобиль КГБ. ГАЗ-24 была второй моделью, которая производилась на ПО Тантал из всего семейства Волга. Корпус и днище модели были из металла, салон и внешняя фурнитура из пластика. У модели открывались все части – капот, двери и багажник. Задние колеса можно было снять без полной разборки модели и достаточно было щелкнуть пластиковую имитацию рессор. При этом иногда получается их даже поломать из-за чрезмерного усилия. Общее исполнение модели было неплохим, но двери иногда плохо прилегали, самопроизвольно открывались и сложно обратно закрывались. Модели был присвоен каталожный номер А14. Самые ранние модели, как и в случае с ГАЗ-2402А13, имели другие петли на капоте. Под задним мостом не было подпор, а в подкапотном пространстве не было выступов в виде конусов и имитации патрубков и трубок. Также встречаются модели, днище у которых покрашено в цвет кузова. В ранний период характерно наличие черной передней панели в салоне или полностью черного салона, а также колес из серого полупрозрачного материала, так называемого капрона. На днище присутствуют надписи, сделанные в СССР, масштаб 1:43 и номер А14 ранним шрифтом. Ввиду того, что ГАЗ-24А14 был выпущен позже ГАЗ-2402А13, надпись названия «Волга ГАЗ-24» для унификации донышек идет уже с отдельной прямоугольной площадкой, которая находится справа. В ранних моделях данная площадка выглядит более узкой по сравнению с поздними моделями. Модели почти всего номерного периода отличались наличием капота без так называемой кромки с внутренней его части. Также до 1985-86 годов шов на внешней стороне покрышек смещен к их краю. Модели до 1923 года имеют узкие задние фары с темно-красным пластиком. Двери крепятся к днищу через специальное отверстие на нем. Воздушный фильтр на модели выполнен отдельной деталью, и он хромируется. В багажнике есть запасное колесо, которое устанавливается на специальный штырек. В период 1982-83 года на днище появляется дополнительная надпись «Made in USSR». Задние фары могут быть оранжевые и немного шире по размеру. В 1985-86 году шов на внешней стороне покрышек смещается к середине. Примерно в 1984-85 году, пока номер еще не пропал, за передним мостом появились ребра жесткости. Примерно в 1986-87 году происходят более значительные изменения. На днище пропадает номер А14, из днища исчезают отверстия для крепления дверей. Сами двери начинают вставляться в отверстие пластикового салона. Также происходит изменение шрифта на днище, он становится немного крупнее. На днище рядом с надписью ГАЗ-24 площадка для добавочного номера становится больше по размеру. На днище могло не быть надписи Made in USSR и номера А14, но надпись «Сделана в СССР» присутствовала. В этот период могли выпускаться модели без номера на днище, но отверстия под крепление дверей еще были. Воздушный фильтр на модели с 1986-87 года устанавливался уже не хромированный. Задние фары в этот период широкие и светло-красные. В багажнике запасное колесо уже не устанавливается, а вместо него появляется пластиковое покрытие на полу.
По некоторой информации, первые цельнолитные диски на «Волгах» начали ставиться с 1988-1989 года. После 1991 года и до конца производства в 2012 году модель изменялась не в лучшую сторону. Днище могло быть как пластиковым, так и металлическим черного цвета. Диски колес были цельными хромированными, но встречались и старого типа с колпаками. Качество колес ухудшалось, и они могли даже плавиться со временем. Салон был черным, а капот имел выступ-кромку с передней внутренней части капота для уменьшения щели между кузовом. В этот период возможно много других цветовых вариаций как пластика, так и кузова. Задние фары в этом периоде могут быть разные, но в основном широкие и темно-красные. Кроме нестандартных цветов, также пользуются повышенным спросом у коллекционеров ГАЗ-24 с памятными надписями, рисунками и спецсимволами. Этих моделей на рынке осталось немного в хорошем состоянии, и потому цена на них значительно выше стандартного исполнения. Мои модели ГАЗ-24 «Волга», судя по перечисленным мною особенностям, относятся к двум разным временным периодам. Самой ранней является синяя, без Made in USSR на днище, год ее выпуска до 1982. Красная «Волга» с Made in USSR на днище и без номера А14 является более позднего периода. Эту «Волгу» мне подарил на Новый год Дед Мороз при посредничестве родителей, когда мне было лет 6 или 7, то есть год выпуска ее 1986 или 1987. На коробочке клапана с датой не сохранилось, к сожалению. Коробок на эту модель есть несколько вариантов. Самая редкая и почитаемая у коллекционеров с надписью «Новый экспорт». Затем более частая, которая шла в комплекте с номерными моделями и на которой был их каталожный номер, а также вставки из текста и полос золотого цвета. И самая поздняя без номера и без золотых вставок. Модель ГАЗ-24 по цене может колебаться в широком диапазоне в зависимости от множества факторов. За модель советского периода в хорошем состоянии, без коробки и без номера на днище в стандартном цвете в среднем продавцы просят от $20. Далее цены могут доходить и до $1000, которые коллекционеры могут отдать за редкий цвет, памятные надписи или за самые ранние выпуски с раритетной комплектацией. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, было интересно и познавательно. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и комментировать. Всем мира и до новых встреч на моем канале.